Бутькова 16. А контрольная линия по полосе взлета туда. В частной авиации 2013 год ознаменуется осуществлением беспрецедентной воздушной экспедиции. Впервые со времен героического периода авиации 30-х годов будет совершен перелет вокруг России на легком однодвигательном вертолете рекордной протяженностью 30 тысяч километров. Большая часть маршрута будет проходить через безлюдные, труднодоступные и малоисследованные области Заполярья, Камчатки и Сибири. По совокупности факторов данный полет труден и непредсказуем как в воздухе, так и на земле. Легкий вертолет Robinson R-66 рассчитан на относительно короткие перелеты нескольких пассажиров на дистанцию до 500-600 километров. Большинство частных владельцев, летающих на подобной технике, используют вертолет в среднем не более 2 часов в неделю в условиях хорошей погоды и знакомой территории. Но экипаж готов доказать, что возможности средств малой авиации практически безграничны. Под эгидой клуба пилотов-путешественников Air1 экипажу вертолета за 40-50 дней предстоит пролететь через 60 городов и поселков России. Маршрут включает также крайние точки страны и целый ряд мест с особыми географическими свойствами. В целом, перед участниками экспедиции стоит задача преодолеть почти кругосветную дистанцию. Замысел перелета родился как-то сразу, в сентябре 2012 года, когда появилась задумка пролететь впервые на вертолете данного типа по российскому Заполярью. Но, безусловно, свою роль сыграли и романтические мечты юности, ведь я воспитывался на книгах, фильмах героического прошлого освоения Арктики. Мы уже в течение нескольких месяцев активно заняты подготовкой экспедиции. Разрабатываем маршрут, обеспечиваем перелет топливом и разрешениями. Подбираем снаряжение, карты и оборудование. Сюда входит также подготовка экипажа и матчасти. Вертолет, на котором мы осуществим перелет, в принципе не предназначен для подобных длинных дистанций. Поэтому нам приходится его дорабатывать. В частности, оснащать дополнительным топливным баком, из-за которого 5-местный вертолет превращается в 2-местный. По вертолетным меркам пилотирование вертолетов Robinson считается достаточно сложным. Поэтому от экипажа потребуется высокая выучка, постоянное внимание и готовность к трудным ситуациям, вплоть до незапланированной посадки и выживанию в трудных условиях. Третья часть всего маршрута экспедиции, около 10 тысяч километров, будет пролегать по Заполярью. Помимо населенных пунктов Крайнего Севера, участники экспедиции посетят и другие удаленные и труднодоступные места, такие, например, как мыс Челюскин. Также среди особых географических точек самая восточная материковая точка России – мыс Дежнево. Маршрут экспедиции «Россия-360» впервые в новейшей истории предполагает полное прохождение трассы Алсиб от бухты Провидения до Красноярска. При всем внимании экипажа к вопросам безопасности, разработанный маршрут все-таки достаточно сложный и рискованный, ведь красота первобытной природы таит в себе множество опасностей в случае наступления непредвиденных обстоятельств. Большей частью наш маршрут пролегает по незаселенным и малоисследованным областям нашей бескрайней Родины. Поэтому мы должны быть готовы к отсутствию таких привычных вещей, как интернет и даже авиационная радиосвязь. Особенно труден будет участок маршрута вдоль Северного морского пути. И тут даже не холод, ветер или дикие животные представляют проблему. К этому нужно быть просто готовым. Главная трудность – отсутствие метеобеспечения и прогнозов. А ведь точный прогноз – это прежде всего основа безопасного полета. Кстати, в нашей экспедиции мы самое серьезное внимание уделяем вопросам безопасности. Мы упорно тренируемся, продумываем каждую мелочь и все сделаем для того, чтобы перелет был успешным. Участники экспедиции на протяжении всего маршрута будут снимать и фотографировать красоты природы, встречаться с интересными людьми, посещать города и аэродромы былой славы и фиксировать все в дневнике экспедиции. Кстати, вести съемку экипаж будет самостоятельно, ведь условия перелета не позволяют взять с собой оператора.
Зато участники экспедиции планируют вести репортажи, выкладывать фото и видео на сайте экспедиции и в социальных сетях ежедневно, а часто и в режиме реального времени. Десятки тысяч километров пути, тысячи литров топлива, сотни часов полета, десятки посадок и бесконечность впечатлений. Все это экспедиция «Россия-360», разработанная и осуществляемая клубом пилотов-путешественников «Аэр-1».